Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я как-то недавно, в принципе, относительно недавно, подарила ритуал практикам языком змеи. Я говорила о змеях, как о посредниках между нами и потусторонними силами. У меня есть предание моих предков, там о змеях рассказано, о том, как они защищают дома. Есть домашние звери, змеи, извиняюсь, и звери в том числе, змеи. Змеи, которые остаются в семье, живут, не причиняя никакого ущерба хозяину дома, который охраняет имущество, много лет существует вместе с людьми. О змеях очень много рассказано, но вот опять мои дорогие плазмоиды летят. Любимое обсуждение шизанутых дурачков, да ладно. Когда начинаешь проводить определенные ритуалы, естественно, появляется энергия. Энергия начинает лететь к тебе. Многие пытались воспроизвести, многие пытались гавкать, мол, пыль и прочие, всякие эксперименты проводились. Но любой нормальный человек видит разницу между пылью, которая поднимается вверх, и между энергиями бродячими, которые летят прямо на тебя. И очень многие люди наряду с Менделеевым изучали это явление много лет и пришли к выводу, что это бродячие энергии необъяснимой природы. В общем, непонятно, откуда они возникают, куда уходят. Мы можем о них только предполагать, на самом деле. Точно мы говорить не можем ни о чем. Почему? Потому что мы можем, опираясь на опыт поколений, только предполагать. Многие из них иногда, когда кадр останавливаешь, и вообще на фотографиях, если замечали, в церкви или на кладбище, во многих местах на фотографиях появляется прям как снегопад ощущение. И когда приближает, видно внутри этих плазмоидов лица. Об этом говорить не будем, просто когда ритуал сильный, когда ритуал насыщенной энергией, конечно, появляются бродячие энергии, которые испокон веков были, есть и просто начали проявляться на экранах, когда появились первые фотоаппараты, первые камеры и прочее. Просто есть камеры, которые улавливают и берут их в такой квадрат, потому что все, что шевелится, все, что обладает энергией, берется в квадрат, как лицо, как живая энергия, да? А есть камеры, которые более четкие, например, телефонные камеры очень часто и лучше снимают, чем даже, может быть, потому что те камеры предназначены очищать пространство, фильтровать и не снимать ненужные объекты. Они созданы для снятия, скажем, праздников, свадеб и прочее. Поэтому они фильтруют пространство. А есть камеры очень четкие, у которых нет этой фильтрации, поэтому в этих камерах это выходит. В старых моих камерах выходила что-то такая черная тень. Новые камеры прям снимают натурально эти шары, двигающиеся и так далее. Итак, дорогие друзья, я сейчас хочу вам подарить ритуал, который будет помогать вам выходить из безысходных ситуаций, из трудных ситуаций. Может быть, вы подозреваете своего супруга в измене, хотите знать. Может, вы подозреваете, что под вами кто-то копает и под вас или вами. И вы хотите понять, кто это, чтобы это все вышло наружу. Потом не удивляйтесь, когда настолько правды откроется, что многие перегрызутся, что у многих начнутся проблемы. Это выход из ситуации, чтобы силы вам дали возможность выйти из ситуации. Этот ритуал был изначально мной создан на основе древнеармянских поверий о змеях. Он изначально был создан на армянском языке. Я уже говорила, что армянский язык очень близок к санскрите. Но я решила перевести этот ритуал на русский язык, оставив четверостишье. То есть, если вы хотите, чтобы он сильнее получился, в конце говорите на армянском языке четверостишье, и оно будет действовать лучше. Если вы можете найти змеиный выползок, это будет идеально. Если не получится, возьмите любую статуэтку змеи
лишь бы она не была из пластмассы. Остальное подходит. Можно даже взять вот статуэтки восточных драконов, которые легче найти, да. Можно заказать в интернете. Металлические, каменные. Вот это дерево бук, это индийская работа. Это мой талисман, это мой оберег. Уже много-много лет вы видели эту змею. Эта змея была в разных ипостасях, профилях у разных шарамык, которые брали мои фотографии и выдавали за свое. Вот во многих местах вы можете встретить мою змеюку. Итак, если вы найдете змеиный выползок, то это будет идеально. Если не найдете, возьмите статуэтку змеи. Если ничего не найдете, получится у вас ритуал, но получится 60%. Если вы хотите со стопроцентной уверенностью это сделать, то, конечно, найдите вот именно статуэтку змеи, закажите из любого материала. Дорогие друзья, если нужно вмешательство профессионала, если нужно вмешательство практика, и у вас очень запутанная ситуация, конечно, этот ритуал может вам помочь очень мало. Но если у вас ситуации житейские, если вы хотите понять, на какую работу идти, если вы хотите разоблачить против вас какую-то там интригу, но оно причем будет вот это вот открываться, это все вне вашего как бы видения, вне вас, вообще вы тут будете ни при чем, вокруг вас будет разгораться такое, что вот мама не горюй. Если у вас статуэтка змеи, то ставьте перед змеей какую-то чашечку, ну и вот я каменные использую, поскольку натуральные. Свечу берем темные, либо синие, либо коричневые, либо черная свеча. Алтарь черный. Итак, я взяла и выползок, и статуэтку змеи, и берем определенные украшения, которые вы будете носить после ритуала. Утром можете снять. Цепочка это, колечко, это не важно. Объясню, как это все надо делать, и будете носить, утром снимете. После этого процесс пойдет. Вы вылезете из трудной ситуации. Может, вам угрожают, может, грозятся вас оклеветать ни за что, может, вас шантажируют. Понимаете, это выведет вас, вот дух змеи вас выведет из этого лабиринта. Слишком часто не обращайтесь, но по делу. Желательно по делу. Это не тот ритуал, который относится к денежной магии, поэтому здесь нужно осторожно и по делу. Просто так ради интереса делать не рекомендуется. Если действительно у вас в жизни такая вот безысходная ситуация, и нужна просто резкая, быстрая помощь. Итак. Ничего страшного, пускай висит. Змеиной тропой сквозь камни и скалы ползет во все тайные запретные углы мой заговор. Как змея заползает во все щели и норы, так моя воля заползет во все запретные углы и выползет живым и невредимым. Тропой змеи последую я за змеей, выползу из всех запретных углов. Как змея находит выход и выползает на свет солнца, так душа моя найдет выход на свет. Оденусь, обернусь в змеиную шкуру, пройду змеиной тропой, выползу, как змея выползает из переполоха, так и моя душа выползет на свет. Змей древний, змей крылатый, див могучий, век живучий, тропой черной, стезей темной, иди, ползи, выход найди, меня за собою к свету приведи. Для змеи нет запретной дороги. Как змея выползает с каждого угла и запрета, так и я вылезу живая, здоровая и целая, заклята. А теперь четверостишье на армянском языке. Оци чампов, оци хетков, Քարի տակով, ժայռի տակով, թե օծն անցավ, ես էլ կանցնեմ։ Օծի ճամփով, օծի հետքով, քարի տակով, ժայռի տակով, թե օծն անցավ, ես էլ կանցնեմ։
օծի ճամփով, օծի հետքով, քարի տակով, ժայռի տակով, թե օծն անցավ, ես էլ կանցնեմ. В армянском языке есть определенные звучания, которых нет в русском языке, но это не страшно, вы можете говорить по-своему. Читать заговор 3 раза. После каждого чтения в конце четверостишье по 3 раза. То есть четверостишье получается 9 раз читаете. После этого берете цепочку, я взяла, например, из серебра, из чего угодно, только не бижутерии. Бижутерию постарайтесь вообще не носить. Кто носит бижутерию, у тех абсолютно, мало того, что бескусица, еще и обессиливание, потому что бижутерия не дает никакой силы. Берете, окунаете воду. То будет так, как я заклинаю. Истинно. Ложите. Берите эту воду. Отнесите. И вот так вот вылейте на порог. Или перед порогом. Вот так. Все, пусть высыхает. Тут Пуськины игрушки везде валяются. После этого алтарь можете убрать. Сделайте это ночью, желательно, до 3 часов. Вот, показываю. И после этого вы увидите, как у вас резко откроются те закрытые запретные дороги, которые вы столько лет не могли распутать. Как быстро отойдут в сторону те люди, которые вам мешают жить. Еще раз предупреждаю, если у вас особо случай такой серьезный, навряд ли вашей силы хватит это провести. Это должен провести для вас либо практик, либо он должен провести более сильное нечто. Но если вы хотите такие бытовые вопросы решить, ну, например, вы запаздываете, там у вас квартира должна получиться, не получается, суд никак оттягивается и прочее, прочее. Вот в этом случае вам помогут эти заговоры. Всем удачи и всех благ.